Здравствуйте, дорогие любители вязания! После того, как в прошлом году вышел мастер-класс по вязанию легкой и красивой резинки, было очень много благодарных комментариев, за что я тоже вам говорю большое-большое спасибо. И было много вопросов, а как такую резинку вязать по кругу? Честно говоря, тогда я просто увидела такую красивую резинку и связала ее. И по кругу даже не заморачивалась, как она вяжется. Ну, в общем, мне это пока было не надо. Но судя по тому, что вопросы возникают до сих пор, я решила попробовать связать ее по кругу. Вот что получилось. Вот такая красивая резиночка получается. Знаете, мне кажется, немножко она как-то даже косит. Ну, возможно, это зависит от пряжи. Ну, а с другой стороны, она смотрится хорошо. Ну, в общем, давайте такую резиночку свяжем. Я расскажу, как ее вязать. Дело в том, что по кругу ее вязать немножко по-другому. Нужно перекрещивать петли, нежели вот когда мы вяжем поворотными рядами. Здесь в образце у меня 40 петель, резинка на 40 петлях. Посмотрите, она довольно эластичная и полотно она стягивает. Далее связанное полотно лицевыми петлями я не прибавляла ни одной петли. Ну, давайте попробуем связать по кругу. Я набрала тоже 40 петель. Набрала я на носочные спицы. По 10 петель на каждую спицу. Замкнула в круг. Но мне неудобно вязать на носочных спицах, хотя я больше люблю вязать на носочных спицах по кругу, маленькие, чем, допустим, вот на таких. Ну, вот уже так привыкла. Но под камерой мне этими спицами неудобно вам показывать. Они постоянно вертятся, крутятся. Мне надо их постоянно вам, чтобы видно было петли. Поэтому я перейду сейчас на вот эти спицы и буду показывать на них. А вы уже смотрите, вяжите так, как вам удобно. Можно способом Magic Loop на длинных спицах вязать. В общем, кому как удобно. Итак, если при поворотном вязании мы набирали количество петель, равное 5 плюс 1 петля для симметрии узора, то при вязании по кругу мы будем вязать только один раппорт узора, повторять 5 петель. Петлю для симметрии узора вязать не надо. И вот первый ряд мы провяжем с вами нулевой ряд. Он будет у нас не будет входить в раппорт узора, он для подготовки к узору служит. Его нужно провязать. Итак, первая петля у нас будет изнаночная, затем лицевая скрещенная, вот лицевая петля, вот мы бы сейчас провязали так, лицевую скрещенную вяжем за заднюю стенку. По кругу это так вяжется, лицевая скрещенная. Дальше снова будет у нас изнаночная петля, 2 лицевых. Вот он раппорт узора, 5 петель. И повторяем: изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 лицевых. Я убираю спицу и провязываю петли со следующей спицы. Мы провязали 2 раппорта и вяжем, видите, как мне неудобно, вяжем снова, повторяем раппорт: изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 лицевых, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная, 2 лицевых. И на следующую спицу переношу петли: изнаночная, лицевая скрещенная,
изнаночная, 2 лицевых. Повторяем раппорт: изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, 2 лицевых. И переношу со следующей спицы петли: изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, 2 лицевых и так далее. Очень неудобно мне все это делать под камерой. Камера низко стоит. В общем, мы перенесли петли, провязали нулевой ряд. И пока что у нас получается вот так. И теперь вяжем первый ряд узора. Изнаночная петля, лицевая, скрещенная, изнаночная петля. Теперь 2 петли нужно перекрестить в правую сторону. Но вот не просто, как мы всегда обычно перекрещиваем петли, а вот таким образом. Нужно правой спицей подхватить эти 2 петли вот так, снять их на правую спицу и вот так вот развернув, вернуть на левую спицу. У нас вторая петля оказалась на первом месте. Вот таким образом мы поменяли петли. И теперь провязываем эти петли лицевыми за задние стенки. Мы перекрестили 2 петли в правую сторону. И это мы провязали один раппорт узора и повторяем: изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, и 2 петли перекрещиваем вправо, подхватываем правой спицей, снимаем, разворачиваем, возвращаем на левую спицу, вторая петля у нас на первом месте, провязываем 2 лицевые. Второй раппорт и точно так же третий раппорт: изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, 2 петли перекрещиваем вправо, снимаем, разворачиваем, возвращаем и провязываем лицевыми. И так мы вяжем до конца ряда. Это первый ряд. Вы знаете, я пробовала вот как обычно перекрещивать петли. У меня не получилось вот змейка. Вот такая змейка у меня не получилась. Получился красивый рельефный такой здесь узор. Мне очень жаль, что я распустила. Ну, не могу вам показать. Но вот не получилась змейка. А когда вот таким образом мы переворачиваем петли, то вот получается именно вот такая змейка. И так мы вяжем до конца ряда, повторяя раппорт по 5 петель. Изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, и перекрещиваем 2 петли в правую сторону, провязываем их лицевыми. Провязали первый ряд. Во втором ряду мы будем вязать, перекрещивая эти 2 лицевые петли в левую сторону, но тоже вот особым образом. Итак, второй ряд. Изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная мы вяжем постоянно. Изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная. И теперь 2 петли перекрещиваем в левую сторону вот таким образом. Вводим правую спицу во вторую петлю, снимаем обе петли и сразу же левой спицей подхватываем первую петлю. Вот так вот мы их меняем местами.
И теперь провязываем, возвращаем петлю на левую спицу, и теперь эти 2 петли провязываем лицевыми за передние стенки. Повторяем раппорт: изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная. Перекрещиваем 2 петли влево, вводим правую спицу сначала во вторую петлю, снимаем петли с левой спицы и сразу левой спицей подхватываем первую петлю. И снова у нас вторая петля встает на первое место, и провязываем эти петли лицевыми за передние стенки. Повторяем раппорт: изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная. Меняем петли местами вот таким образом и провязываем их лицевыми. И вяжем так до конца ряда. Вот так, повторяя 2 ряда, мы получим вот такую красивую резинку. Я думаю, что не стоит уже. Конечно, плохо еще видно после провязывания 2 рядов. Хотя бы нужно провязать еще 2 ряда. Ну, если хотите, давайте провяжем самостоятельно. Я уже не буду повторять одно и то же. Но чтобы посмотреть, что получается, вот давайте 2 ряда провяжем самостоятельно. Итак, я провязала еще 2 ряда, и теперь уже резинку видно очень хорошо. Вот такая легкая, красивая, рельефная резинка. Мы теперь узнали, как она вяжется по кругу. Ставьте лайки, если вам понравилась такая резинка, если вам понравился мастер-класс. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Приглашайте к нам своих друзей. А я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!